Любопытно, что на нашем этаже практически все жильцы в наличии, никто не скрылся. Даже в соседней квартире живут какие-то русские. Их кот уже несколько раз пытался к нам проникнуть, но лично мы с ними виделись всего один раз в лифте. Тут плотные контакты не приняты. У нас расцвели какие-то новые цветы. Красненькие, желтенькие, беленькие. Слушайте, а эти, кстати, кто-то срезал, мне кажется. Может быть, это за ними такой специальный уход? Вот эти вот здоровенные дылды, которые здесь были несколько месяцев, их уже нет. Так что сервис ухода за растениями работает. Видимо, есть какой-то сотрудник. Прибытие поезда. Такой здесь тоже ходит. Мы полностью обеспечены транспортом. До некоторых мест можно доехать даже на двух видах, на метро и на трамвае. А мы направляемся на пляж. Я уже более чем в 100-й раз за этот сезон. А что здесь еще делать? Жизнь в Дубае действительно довольно однообразна. Если не работать, сидишь дома, выходишь погулять. Никуда особо не ездишь. Но небольшой спорт в виде заплыва не помешает. Кафе пустуют, а катера выезжают, как ни странно. Смотрите, что творится. Я вижу штук 5 катеров. И это не технические средства. Вон туристы сидят на носу. Интересное развитие. Всего лишь малейший мир, несколько дней без ракет, и уже что-то пошло. И даже на этом утлом променаде с другой стороны какая-то жизнь. Вон люди сидят. Все, конечно, ожидают наступления жары, поэтому нужно пользоваться последними денниками. Но, тем не менее, тоже факт налицо. Вот наш пешеходный переход. Смотрите, что творится. Это просто огромнейшее количество народу. Война и мир. Насколько два разные состояния человека. Чуть замирились, сразу все выползают. У нас в квартире стало даже в некоторые моменты жарко. Прям ты сидишь и чувствуешь, что как-то надо то ли кондиционер включить, но еще так не выраженно. А вот на улице сейчас совершенно не жарко, прям ветер. Абсолютно комфортная, нормальная погода. И все эти люди тянутся на пляж. Вон сразу сколько людей. Чувствуется прям облака, а вчера был прям солнце, я чуть не спекся. То есть уже начинает немного меняться, но день на день не приходится. Вот такая сегодня атмосфера, вполне соответствующая купальному сезону. Стандартный маршрут, пляж подчищен, судя по следам, полная культура. Все вот эти шезлонги, которые здесь были расставлены на сотни метров вокруг, их все собрали и сложили в штабеля. То есть отели, видимо, не рассчитывают на продолжение сезона. Пляж зато гораздо сильнее расчистился. Это тревожный симптом. Но вот корабли в море, их гораздо больше, чем было. Их вообще не было ни одного. Это положительный момент. Все, да, сворачивают лавочку. Но это то ли сезон заканчивается, действительно, когда жара, может быть, народу будет меньше, то ли они чего-то знают. Нет никакой информации на этот счет, кроме факта, который можно заснять на камеру. Пляж прямо стал еще больше, чем был, за счет отсутствия лежаков. А вот и люди, тоже их сколько-то есть в будний день. Это все, конечно, резиденты. Довольно много народу, я бы сказал. Сегодня мы не будем одиноки. Вот кто-то мне советовал запрягать верблюдов. Вот и верблюды подоспели. Они прям как чувствуют. Вот он выводит этих верблюдов, катает отдыхающих, а потом где-то вот за этим последним белым небоскребом у него стойбище. Он их туда возвращает, и, видимо, ночью он их там держит в каком-то загончике. Свободные женщины Востока. Но это зависит от семейных традиций. Здесь не у всех такие черные платья. Многие ходят и в обычных.
Вообще мы мало что знаем о местной культуре, к сожалению. Только какие-то картинки, которые попадаются на глаза. Море опять разбушевалось. И вот я в него полезу. А на экране по-прежнему эмиратский флаг. Мы продолжаем праздновать победу. Непонятно пока, в чем она состоит, но шейху виднее. С этим флагом здесь, конечно, большая история. Он везде. Его ночью и на небоскребы проецируют. Проекция спокойствия. И это действует. Мы действительно спокойны. И довольно быстро идет, что интересно. И сидит он на нем как-то странно. В общем, на все есть своя система. Мы, конечно, не поедем. Грациозное создание. Я на лошадях катался несколько сезонов. Тоже было очень приятно скакать. Но на верблюде здесь не поскачешь. Его ведут довольно медленно. Вот какая-то птица непонятная прилетела. Неизвестного подвида. И какая-то то ли полудохлая, то ли птенец. Мы такое еще не видели. Люди ее фотографируют. Но с ней явно что-то не то. Не будем ее пугать. Нужно вызвать каких-то ветеринаров, видимо. Это типа цапли, что ли? Мы видели, мне кажется, таких фильмов про Африку. Но что за птица, непонятно. А вот, кстати, как выглядит пляж. Без шезлонгов он совершенно пуст. Все как-то сильно поменялось. Вода несколько прохладная, даже я заметил. Солнца нет. Вся Индия отдыхает на пляже. Ну что же, можно за них только порадоваться. Я сам такой. Ежедневные заплывы никто не отменял. Солнце неожиданно показалось из-за туч. Прямо Северное море. Необычная погода. На солнышке сразу все по-другому заиграло. Особенно вот эти волны. Чувствуешь себя каким-то Нептуном водной стихии. О как! У нас уже банка с ракушками переполнилась. И безразличная природа будет красою вечно и блистать. Прямо идеальный постановочный кадр. Верблюды напротив эмиратского флага. Но это чистая случайность. Я никого из них не просил. А флаг демонстрирует постоянно, нон-стоп. Он обозначает, что все под контролем. Царит полное спокойствие. Вот, кстати, еще образчик местной ботаники. Целая стена, заросшая цветущими листиками. О, какое растение! Вьюн. Масштабно, масштабно. А всего-то надо иногда поливать. На чистом песке растет. Вороны, вороны, вороны полетели. Видимо, кучкуется куда-то на ночь. И вот каждый день он вроде бы такой же, как все предыдущие. Но тем не менее, каждый раз какая-то разница. То ворона пролетит, то вообще какой-то дятел на пляже. Так и живем. Грузят матрас, надо заснять. Вот она, жизнь во всей ее простоте. Нам, к счастью, не довелось. Воспользовались готовыми матрасами. А вот в Москве пришлось поколупаться. Сборщики целый рабочий день нам собирали.
все эти кровати. Красота. Странно, мы как-то ни разу не ходили по прямой мимо этих горячих цыплят туда, к Марине. Наверняка же есть проход. Точно, что-то есть. Надо воспользоваться. Такие, конечно, морды у этих современных машин. Астон Мартин. Неудивительно, что они так выглядят. И прочие неплохие. Это обычные машины жильцов. И здесь продолжается развешивание флагов. Это какая-то у них серьезная история, правда. Обычно в День независимости, я понимаю, флаги. Сейчас вроде никакой независимости нет. Но явно, что это связано с военными действиями. Вся нация объединилась. Даже многие банки выпустили заявление, что они с народом. Что, конечно, приятно читать. Не знаю, если сейчас кто-то в Хилтоне. Судя по отсутствию лежаков, наверное, не очень. Но кажется, что они все-таки привыкли к таким ситуациям. Иногда что-то бывает по тем или иным поводам. Мировой финансовый кризис тоже их накрывал. Так что есть запас прочности. Прошло уже 1,5 месяца с начала войны. Мы пока вообще ничего не заметили. Ну, то есть вот жизнь как была, так и есть. Ни малейшей разницы. Народу меньше, это факт. Ну, лично нас это даже больше устраивает, потому что как бы ты один на всю Дубай-Марину. Хотя для государств, наверное, было бы полезнее опять всех пригласить. Ну, в общем, все идет своим чередом. Непонятно каким. Ничего толком мы не понимаем, не знаем. Только видим внешнюю ситуацию. Она абсолютно нормальная для жизни. Так что грех жаловаться. Машины какие-то появились. Видимо, в некоторых офисах уже открылась очная работа. Хотя Паша все еще работает через компьютер. DHL до конца не запустился. Кадры из промышленной архитектуры. Трубы, железяки. Прямо какой-то центр Помпиду. Его, кстати, закрыли, что ли, на ремонт. Здесь вроде пока ремонт не требуется. Оценим трафик на мосту. Трафик средний. Даже видно, что люди стоят на светофоре. Интересный факт. Машин стало гораздо больше, чем раньше. Но это, видимо, перемирие. Поэтому машин прибавилось. Можно было бы спросить Пашу, как у них там DHL. Еще не весь закрылся. Логистика и все такое. Но у них главный офис по Ближнему Востоку и Африке. Поэтому Дубай, собственно, в их оборотах занимает не очень большую роль. А в Африке все как было, так и есть. Поэтому выходит, что никак ты не определишь, что с местной экономикой. Во всяком случае, очевидно, что международные компании, у которых представительство в Дубае, наверное, не особо как-то пострадали. Они как работали, так и работают. Все-таки не весь мир на одном Дубае замкнулся. Предпенсионеров все это вообще не касается. Я вот как ходил, так и хожу. Поэтому сегодня вот такая ситуация. Кораблики все на приколе. Даже маленькие лодочки закрылись чехлами. Раньше ничто здесь не простаивало больше нескольких десятков минут. Практически сдана еще одна новостройка. Но, конечно, с видом на мост оно как-то не очень. Хотя на все найдутся какие-то желающие.
если до этого дойдет. Каждый цвет что-то значит. Не помню что. Черный, кажется, усидчивость. Но усидчивости и нам здесь не занимать. Так засели, что не выковыришь никакими силами. Не будем преждевременно вступать в клуб пикейных жилетов, из тех, которые сами палец бы никому в рот не положили, хотя им никто и не предлагал. Находясь здесь, ничего не понимаешь. Как можно это оценивать откуда-то издалека? Будем ждать, как разовьются события. А насчет падающей экономики, ну, не знаю. А с вашей-то экономикой все в порядке? Все прямо прет, как на дрожжах. О, и даже отель Вида у них в эмиратских цветах. Спускается вечер. После небольшого спорта пора обедать. Немножко рваный ритм дня. Пока проснешься, пока посидишь в компьютере. О, и нам тут достался небольшой флажок. Что же они тут сделали все-таки с этими цветами, я не очень понимаю. Я даже не вижу, откуда он рос. Он явно был где-то здесь. Вот удивительно. Что интересного в лифте? Успех – это не о величии, это о постоянстве. Мудрая мысль. Сцена в лифте по замыслу должна быть последней. Но прилагается небольшой бонус. В наш молл завезли винтажные машины. В частности, вот Mustang, судя по эмблеме, наверное, первый в линейке еще с 60-х годов. Дубай – это все о машинах. О, какие. Volkswagen каких-то неизвестных лет. 73-й год. Ничего себе. Делали вещи. А это какой-то исторический Мерседес. Причем двухместный. Да, любителям машин здесь езде развернуться. Я машинами интересуюсь, точнее интересовался раз в 10 лет только по поводу приобретения новой. Но это сейчас уже не актуально. О, красота. С воздухозаборником. Я помню, в детстве были такие игрушки. Отец привозил, когда работал в Женеве, еще в 70-е годы. И это у нас что такое? Причем номера Шарджи. Ford Cobra. Такое впечатление, что это прямо настоящие машины. Может быть, даже они прямо чьи-то. Судя по номерам таким достаточно стандартным. Ford Cobra. Ничего себе, какие у них были. Я даже такой не слышал. 65-й год. Год моего рождения, между прочим. Porsche Turbo 90-го года. Тоже красавец, конечно. Не зря там держат дизайнеров такого класса. И последний пункт нашей программы. Шкода 61-го года. Это я не понимаю, что же они делали еще при советской власти. Может быть, они еще на каких-то трофейных станках. Такое нам устроили небольшое развлечение, чтобы мы в этой Дубай-Марине окончательно не заскучали.